Несколько месяцев назад Сельпо придумали очередной фантастический проект разработать, создать и отправить арт-инсталляцию в Антарктиду. И, конечно же, они предложили поучаствовать в этом проекте нам. Я, конечно же, согласился. Мы принялись за работу. Но нужно было сделать не только сам арт-объект, но и придумать его концепцию, придумать его дизайн. И я точно знал, кто мне может в этом помочь. Я пригласил Славу Балбека и его бюро для этой задачи. И в такой вот коллаборации мы провели последний месяц. Мы создали эту штуку. За моей спиной сейчас ледокол, на который она должна быть погружена в ближайшее время и отправлена на станцию Академик Вернадский в Антарктиду. А как мы это делали, смотрите дальше. Плитка режется, железо рубится, пленка клеится. И мы решили сделать арт на Антарктиду. Мы делаем красивые штуки на станцию Вернадского, на украинскую станцию научную, на Южный полюс. Кто не знает, у нас есть вот такой вот объект у государства Украина. Досталась она нам от англичан, и как раз мы сейчас одно из этих строений решили облагородить. Одна из таких проблем – это сроки. Мы согласовывали достаточно долго всю эту историю и с партнерами, и с министерством. И вот мы начали физически производить это буквально там, пару дней назад. Пока что, давай вот мы назначили себе в пятницу календарь, да, на собрании. Давай пока по нему пойдем, а там посмотрим. Надо будет, ну поночуем. Ну что, Макс этого не слышал? Должна быть какая-то драма. Скорее всего, мы не успеем. Это Слава Балбек. Это один из лучших, на мой взгляд, архитекторов в мире. И это по совместительству мой друг детства, с которым мы договорились и впрыгнули в этот проект. Так называемая арт-инсталляция, так ее назвали, она у нас называется «Дом воспоминания». И сама задача была переосмыслить старые топливные контейнеры, баки, на полярной станции. Идея в том, что это человек, который находится далеко от дома, от руки набрасывает себе, увидел форму, она прямоугольная, и начинает ее зарисовывать, в нее набрасывать какие-то эскизы. И собирательный образ украинских домов – это не хата, мазанка, да, с соломенной крышей. Это вот сегодняшние дома, которые есть у каждой бабушки в селе. Мы собрали по разным регионам и сделали такое как бы комплексное решение похожих окон, фрамуг, створок, цоколей. Да, это первое окно. Да. Ну, вот убирается это все, но еще травится кислотой и приобретет один и тот же. Не, ну это, конечно, очень красиво выглядит. Ну, мне нравится, потому что мы с Митей выросли вместе. Мы с ним вообще на одной улице практически, в одном районе выросли. Поэтому у нас очень легко складываются отношения, идеологии, и ребята все, в принципе, вменяемые, адекватные. И, ну, видно, что молодая команда горит идеей. Давайте разберем вот этот узел повнимательнее, Серега, и тогда будет понятно, нужно ли здесь будет усиливать или нет. А здесь, получается, убрать. как раз вот здесь будет окей. Сверху вниз на нее светить нельзя. А здесь, может, тогда косыночку бросить сразу? А здесь нет. У меня был еще один вопрос. Здесь, а здесь. Странно. По месту сварка вообще минимальная. Ну, вроде можно, но как бы нельзя. Как в аэропорту поставить стойки, чтобы с чемоданами не заходить, чтобы толстые пингвины не могли попасть туда. Мы поняли, что здесь плохо, а в целом красиво. Сыкотно. Почему? Да, блин, потому. Что вас смущает? Сколько пингвинов можно Вообще к посещению? То есть представь, здесь по периметру сюда зайдет 25-30 человек. Все пришли, и все зашли, и стали на край, взялись, сфотографировались, глядя в окно. Оно точно будет так. Я боюсь, что мы просто можем не успеть к загрузке. Очень мало времени. То есть мы соберем, но я хочу построить, протестировать, пригласить сюда полярников к нам в мастерскую, чтобы они приехали, посмотрели полностью этапы сборки. Чтобы, если, допустим, я не поеду, то собирать им придется там по инструкции самим. Ледокол выходит 15 числа или 16 отчаливает. Надо еще с ребятами, с полярниками поговорить, когда нам можно заехать, потому что он стоит сейчас на СРЗ на ремонте там. Они уже подгружают, у меня же уже теперь есть Инстаграм. Я уже вижу, что они сахар туда погрузили вчера.
Откуда он выходит? Из Одессы или из этого самого? Строим арт-объект, такой собирательный образ украинского дома с информационными панелями о станции, о стране, о истории, с какими-то артефактами, с какими-то кусочками нашей культуры, элементами нашей культуры, которые мы отсюда там, увековечим в эпоксидной смоле. И как, вот помните, Jurassic Park, там был такой комар, да, из которого динозавры полезли потом в кино. Вот это вот такая же история. Учитывая то, что станцию посещают в течение года порядка 4000 туристов, многие из них вообще не знают, что такое Украина, где она находится на карте мира, да, и поэтому мы решили разбить смысловые блоки текстовые, помимо того, что есть какая-то философская история чисто объемно-пространственного решения. У нас один последний блок — это такие как бы замороженные воспоминания, которые мы привнесли из Украины. Мы залили там тестовый кусочек. Это вот он там типа 5 миллиметров, да? Это смола. Ну, это смола, да. Мы сейчас заливаем там типа вот листочки, веточки. Оно будет прозрачное, мы убираем пузырьки, эта девочка-художница делает. И мы дадим просто готовые, подготовленные боксики 20 на 20 на 5 сантиметров, уже с залитыми деталями. Которые нужно уложить в ложемент. Ну, там откручивать ее надо. Он красиво будет. Что с подиумом? Он приедет когда? Завтра? Привет, я Митя. Приятно. Да, взаимно. Привет. Привет, Митя. Ну, мы почти вот уже все собрали, видишь. Нормально идет процесс. Уже собрали подиум, там вот верхний поясок, окошки у нас закончились. Вот, в принципе, перешли уже к такой вот к стенам, к сборке практически финальной. Пока что, как ни странно, все идет по плану, да, и, во-первых, учитывая, что плана у нас нету, то все движется очень быстро и неплохо. Можем ли мы принять решение о ней, перфорировано или нет, просто в последний момент. Мы собрали, поставили домик, вставили эти вставочки. Вот А сейчас мы ее собрали, сейчас, да, мы привариваем. Мы продолжаем экспериментировать, продолжаем понимать, что у нас что-то идет не совсем так, как мы хотели. Допустим, мы сегодня внедрили очень много усиляющих элементов в каркас. Да? Мы не собирая, понимаем, что чего мы ждем. Волна на одной секции держится на 3 стоечках. То ребята предлагают здесь дать пластину, здесь пластину, здесь пластину. Да. Хорошо, окей. Возникает какая-то новая история. Как бы мы ни старались там в конструкторской документации все учесть, все равно видим некоторые сопли, которые нужно подтягивать уже по ходу. Но мы к этому готовились. Мы были уверены в том, что по месту мы еще добавим какие-то элементы. И сейчас нужно эти элементы добавить таким образом, чтобы они не нарушали вот всю художественную историю. Слушай, давай, значит, Это под вот эту, Сережа? Да. давай Ну, таким я образом бы- я поступать. бы Мы сейчас иначе. рисуем эту деталь. Сереж. Ага. Мы смотрим И на окна. эту деталь Всё, вместе хорошо, со Славой и Серёж, дальше я- запускаем на Серёж, лазер. хорошо. Давайте мы просто внедрение этих штук поймем на чуть-чуть позжем этапе, когда конструкцию соберем. Хорошо? Это был основной вопрос, правильно? На сейчас да. Так мы однозначно, Ну, мы да, щас все. Из готового вот получился подиум. Ну, Сейчас супер, под него готовятся лаги, которые будут вариться из черного металла по месту. Да вот я сейчас смотрю на этот подиум и знаете, о чем подумал? О том, что нужно перемерить фактический размер. То есть, а все ли ок? В принципе, общего веса в ней, я же говорю, 850 килограмм. Вот во всем этом квадрате. Да, слушай, ну это очень прочно. Что мы делаем дальше? Сейчас доварим верхний пояс. Не, вот эта деталь очень прикольная. Если мы здесь не будем ничего вставлять, это прям классно. Мне нравится. Это уже все с торцами, правильно? Вот эти Нет, это мы не делали. вставляли. Да. Опять же, почему? Потому что сейчас доварим нижний пояс, и, может быть, этого делать не придется. Ну... Я тоже не уверен, но Серега говорит... и оно Как это всё- сработает, Да. знаешь? Как это обычно происходит. Подожди, давай посмотрим. Очень прикольно. Окно. Не, давайте поставим так, как они должны быть. Вадим, а как ты это делал? Мить. Что там не так? В принципе, все так. Длинная, короткая, длинная. И у нас получается, что вроде все так, а там просто в запаре могли немножко ошибиться. Ну просто его обнимаешь. Где у нас были? Мы должны на него ориентироваться, чтобы просто понимать, куда становятся окна. Вот. Тут. Вот мы уже видим, как эти красивенькие окна здесь находятся. И мы практически идем по этому дому, правильно? И только он будет на самом краю. Да. Ну и они поднимутся, Ну и понятно. класс. Как там, две девицы за окном?
И надо будет помыть руки, потому что эта штука в химии. О-оу. А меня ты этого не говорил, типа, да? Я там руки облизываю, ем бутерброды, поехал в Макдональдс, и говорит, слушай, Слава, что тебе нужно-то? Все на своих местах. О, Оксана только- пришла, можно третью в окошко добавить. Только руки потом помой. И здесь вход, и пингвины. Сколько пингвинов сделать на следующее совещание, Слав? Красота. Очень прикольно. Тут надо собрать, разобрать, понять, что не так, доделать, еще раз собрать по-боевому, загрузиться и все, и везти на ледокол в Одессу. Но я вам гарантирую, что собирать надо с крыши. С крыши? Крыша там. 4 стойки. Вместе с 4 стойками подняли и поставили. Так собирается любой шатер, любой сарай. Крышу с поясом мы хер поднимем. По весу? Да. Сколько денег? Ой, блин. Сколько есть? Сколько килограмм? Хотя... 350. А поднимем, пожалуйста. Я в зальчик записался. Берем с собой эти пояса. Скорее всего, нужно просто все детали произвести и потом попытаться начинать собирать частями, Вот понимаешь? Поэтому я думаю, что у нас будет 2 сборки финальные. Да. Это одна вот наша, а потом мы пригласим полярников, чтобы им показать уже, как правильно. Потом разберем, упакуем и отвезем. Вчера у нас была встреча, и мы сейчас обсудили технические моменты, обсудили варианты, как это все дело собирать будет на месте, вся эта команда. И мы их ждем в скором времени у нас здесь на производстве в мастерской, чтобы там такую тестовую сборочку сделать. Что именно планируется красить? Сам сарай. А в какой цвет или что? Или вы рисунок какой-то? Практически тот же, который был. Где-то раз в 2 года каждый внешний объект перекрашивается. Зачастую краска берется не та, которая вот идеальная, а та, которая есть. Поэтому один год она может быть черная, другой год голубая. Еще очень зависит много от бейс-командера, потому что всеми работами руководит начальник станции. Если начальник станции любит вот такой вот цвет, значит в следующем году будет вот таким цветом. Ну вот у нас так происходит. Смотрите, какая штука. На 3 года вперед это Да, И у бейс-командера всегда будет уже готовая краска. Дело в том, что там краска должна быть заточена под что? И под холод, и под ультрафиолет. У нас очень жесткий ультрафиолет. По сравнению с Киевом, то есть там вот эта вот межозоновая дыра, и толщина озона колеблется. И когда он истончается, может быть 2,5 раза выше. Ну, мы смотрим на эту технологию, которую ваши же коллеги подсказали. Навечно, говорят, будет. С точки зрения дизайна Слава, с точки зрения конструктива я. Я абсолютно не против арт-объекта, но тут есть момент какой, что оно входит в полное противоречие с моими планами по развитию станции. Это касается утепления. Я готов визуализацию любую с вами согласовать и сделать так, как вам хотелось бы, но при этом я прошу дать мне возможность все-таки утеплить внешнюю поверхность. Мы от тебя предложим к следующему сезону вариант, как это можно сделать, чтобы всех устроило. Звісно, ми зараз прийшли для того, щоб поглянути, як вона чи швидко збирається, чи легко збирається, як її збирати, да? І обговорити певні конструктивні елементи. Доведеться там ще певним чином дороблювати, робити певну площадку для того, щоб зібрати дану хатинку вже на тій даній площадці. Вот в процессе сегодняшнего дня с полярниками было несколько очень правильных и полезных диалогов. И хорошо, что мы это делаем заранее, потому что они уже показали на некоторые моменты, которые хотелось бы им устранить. Каждый сдвиг выхода ледокола из порта, он нам продлевал жизнь и, конечно же, давал немножко расслабиться в плане производства. И также смещение его выхода, но, скорее всего, нивелирует возможность попасть туда самостоятельно на монтаж, потому что это стык сезонов і портиться погода. Саме важче буде це саме зробити площадку, зібрати от такий конструктор, який є тут позаду мене. Да, от це буде легко, тому що проєктувальники постаралися зробити все максимально просто і легко для того, щоб це можливо зібрати в тих наших важких умовах за декілька годин.
Можно даже если вы стоите. Сколько висит уже здесь нас? Раз, два, три, четыре. Функцию поддержки с воздуха, конструктива. Смотри, Димон достает. Ну все нормально вроде. Я твой дом, труба, шаталь. Это кусок керамики расписной. Супер. Будет кусок вышиванки. Колоски какие-то, наверное. Колоски будут с мотанкой. Они сейчас прямо шлифуются. Они все очень-очень душевные. Прям крутятся, сверлятся. Но уже все залито. Уже все залито. Да. Теперь чуть-чуть отходим от вот этой конструкторской работы и гонки в сварке, и приходят в голову другие мысли, как все-таки вот обледенение, ветры, там вот эти погодные условия ужасные, ну, для металла ужасные. Да. Следующий этап – это доставка, логистика вся и погрузка на ледокол. Надеемся, что все правильно рассчитали, что все правильно сделали. Вот. Но поварили, конечно, знатно. Знатно. Очень много трубы, очень много сварных швов. Можно даже посчитать в километрах. Я попозже это сделаю. Вот. Сейчас подснимем чуть-чуть его с подиума, упакуем и будем грузиться. Вот такая у нас Сельпо и Балбек Бюро коллаба получилась. Следите за продолжением.